Что такое озвучка в играх? Это немаловажный элемент всей игры в целом, от качества которой зависит очень многое. Если это какой-то динамичный экшен, то без озвучки во время динамичных сцен игре просто не обойтись. Если же в такой игре нет озвучки на разных языках, а есть лишь только субтитры, то игроки автоматически теряют огромный пласт информации, связанный с важными геймплейными элементами или же просто какой-нибудь рассказ второстепенного персонажа. Ведь если вы играете в динамичную игру, то одновременно в полной мере уследить за субтитрами и тем, что происходит на экране, не то что невозможно или сложно, это некомфортно, ведь во время игры или катсцен хочется разглядеть персонажей или какие-либо детали, но этого не получается сделать, ведь взгляд постоянно прикован к сменяющимся словам в субтитрах. И здесь вы либо все прочитаете и все поймете, или же насладитесь видами, но ничего не прочитаете. Конечно, есть уникумы, которые все это могут сделать одновременно, но лично у меня не всегда так получается сделать. Взять те же игры серии GTA. В какой игре есть русская озвучка? Ни в одной из игр серии нет официальной русской озвучки. Но здесь дело не в ленивых актерах дубляжа, а в самих Rockstar, ведь они запрещают озвучивать свои игры на другие языки, так как они считают, что таким образом будет потерян смысл повествования, каких-то шуток, особенного сленга и так далее. Плохо ли это? Для них, вероятно, нет. Плохо ли это для игроков, которые разговаривают на разных языках? Естественно. Одной из моих первых игр на ПК в далеком 2003 году стала GTA Vice City, и там был легендарный уже сейчас тот самый перевод от деревянной парочки, или же Фаргус. У него нож. Все по-разному его называют, и я тогда думал, что это настоящая официальная озвучка, и игралась кайфово. Хоть перевод был и не идеален, и с кучей фраз, которые по прошествию лет стали мемами, главное, что был понятен смысл, и может поэтому Vice была какой-то особенной в те годы, так как такой перевод был у многих. И к чему я все это вам рассказываю? Да к тому, что играм GTA серии очень не хватает качественной современной русской озвучки, но совсем недавно появилась очень хорошая новость, которую лично я ждал достаточно долго. Для GTA San Andreas наконец-то вышла нормальная качественная русская озвучка. Я думаю, многие фанаты серии ждали этого момента, ведь действительно хорошей озвучки для этой игры за 20 лет так и не появилось. И вот наконец-то появился луч надежды в виде русской озвучки от команды «Правильный перевод». Вот черт, снова я тут. Лучшее место в мире. Территория Роллинг Хайтс, Баллас. Уже 5 лет, как я не связан с Гроув-стрит, но Балласом будет похеру. Конечно, до них уже были фанатские одноголосые версии, но, к сожалению, они довольно старые, это всего один голос и качество записи не очень хорошее. С тех пор, как между семьями появились разногласия, представители всех семей, которые когда-то были единым целым, встречаются в мотеле Джефферсон. Пришло время все официально утвердить. Вышибем всю дурь с наших улиц. Но все равно этому одному челу, который озвучил целую игру, огромный респект, ведь это очень сложно. Я, записывая текст для видео, иногда офигеваю делать дубли, а здесь целая огромная игра. Что до озвучки. Она выполнена хорошо. Объем работ проделан колоссальный. Я представляю, насколько это было все сложно. Кто знаком с правильным переводом по GTA 3 и Vice City, то те понимают, о каком качестве идет речь. Конечно, это не профессионалы дубляжа из телека, но для условно-любительской озвучки сделано все очень добротно и качественно. Насколько я понял, в озвучке задействованы 4 голоса, 2 мужских и 2 женских. Ты выбрал не тот дом, говнюк! Эй! Биг Смоук! Это я, Карл! Спокойно, спокойно! Си-Джей! О, братан, как сам? Проходя тройку и Vice, я привык к этим голосам, и мне на слух они воспринимаются абсолютно нормально. Хотя поначалу было, конечно, немного непривычно в целом слышать русскую речь в этих играх. Голоса не полностью заменяют оригинальную озвучку игры, они наложены сверху, как это часто бывает в фильмах и сериалах. И как мне кажется, данный прием будто даже лучше подходит под стиль игры. Ведь та же San Andreas, действие которой разворачивается в 92 году, таким образом выглядит как некий фильм или сериал про гангстеров и разборки тех лет. Балласы! Это налет! Поберегись! Ты ж пидорас! Моя машина! Скорее возвращаемся на район, чувак! Тут слишком опасно! Садись на велике, крути педали, если еще не разучился ездить! Озвучка конкретно затронула все сюжетные катсцены, миссии, всех второстепенных персонажей, главного героя и его фразы во время игры, но озвучка не переводит фразы NPC. Также радио осталось без изменений. Чуваки, чего вы ждете? Кореша, давайте сюда! Если вы ребенок или подросток и играете без наушников в присутствии мамки или другого взрослого члена семьи, то будьте готовы к получению пиздюлей и тому, что у вас отберут шнур от компьютера или как вас там сейчас современную молодежь пугают, я хз. У меня лично всегда забирали сетевик, но позже, кстати, я завел свой отдельный и пока никого не было дома, втихаря играл за компом. К чему я все это? В переводе присутствуют мясо, матюки, убийства. И голые сиськи. Всего перечисленного, конечно, нет, есть лишь ненормативная лексика. Эй, Сиджи, ты же не собираешься
собираешься снова разбить машину? Пошел нахуй, Райдер. Которое также неплохо дополняет некоторые диалоги и местами очень актуально. Для каких платформ доступен перевод? Для оригинальной GTA San Andreas, убогого ремастера его мобильного клона, а также для Android-версии. Сейчас данный перевод находится в закрытом доступе, приобрести его можно, купив доступ на Boosty. В скором времени, вероятнее всего, он появится и в свободном доступе, и, конечно, чтобы его показать, я купил доступ, тем самым поддержав авторов за их немалый труд. Это не реклама, мне никто не занес денег и прочего, я просто увидел пост, что озвучка готова, купил доступ, установил и кайфую от игры. Вот черт, а теперь-то что? Это Смоук и Райдер. Садись! За основу озвучки брался перевод из ремастера GTA San Andreas. В целом, по словам автора, он достаточно неплохой. Насколько это хорошо, я сказать не могу, так как Definitive Edition для меня пока закрытая тема. Данный вариант я не проходил и оценить перевод этой игры не могу. Что будет дальше с данным переводом? Я написал автору данной озвучки и задал ему пару интересующих меня вопросов. Какие-то еще действия планируются по переводу San Andreas? Будут еще небольшие исправления и некоторые дополнения. Пока что в теории около 300 фраз будет дополнено. Может больше. Когда планируете открыть доступ к озвучке San Andreas? Как минимум после дополнения. Точных сроков нет, на это тоже есть свои причины. Что планируете делать после San Andreas? Скорее всего GTA 4, но это все еще не точно. А теперь давайте все вместе помолимся за то, чтобы у ребят получилось сделать перевод на GTA 4. Это просто предел моих мечтаний. Все любимые игры с адекватной озвучкой, это ли не есть счастье. Что в целом можно сказать по всей этой движухе? Жать хороших пончиков. Погнали. Озвучка топ. Для San Andreas на данный момент это лучшее, что может быть. Душные люди, конечно, и на таком положительном и светлом событии для игры смогут найти кучу негатива. Каждый сам решит для себя, нужна ему такая озвучка или же нет. Мне она определенно нужна. Прошлые части, тройку и Vice я прошел именно потому, что была озвучка от правильного перевода. А San Andreas я не проходил по причине того, что озвучки не было. И еще по десятку других причин. Если вы фанат серии и давно хотели качественную озвучку, то, конечно, оно того стоит определенно. Зато теперь мы можем абсолютно спокойно играть, не отвлекаясь на субтитры, и в целом это абсолютно новый игровой опыт. Поэтому от себя скажу гигантское спасибо ребятам за озвучку. Также спасибо вот этим ребятам, что поддержали меня на Boosty. Спасибо всем, кто от и до посмотрел это видео, поставил лайк, ну и может быть что-то написал в комментарии. У меня на этом все. Увидимся с вами в новых видео. Охереть! Теперь будет что рассказать за парой косяков. Чувак, это было чертовски круто. Заебали! Надо сваливать отсюда. Райдер прав, надо разделиться, а позже увидимся.